Привет, друзья! Сегодня хочу предложить вам один из возможных вариантов праздничного меню. Готовлю 9 блюд. Закуски, салаты, праздничные бутерброды, горячее и, конечно же, торт. Начать предлагаю с закуски из баклажанов. Она хороша тем, что ее можно приготовить за несколько дней до праздника. Нарежьте баклажаны тонкими пластинами и положите в подсоленную воду на полчаса. Лук нарежьте четвертинками колец. Сладкий перец соломкой. Острый перец измельчите, а морковь просто натрите на крупной терке. Чеснок также измельчите. В протертые томаты добавьте соль, перец, сахар. Духовку нагрейте до 200 градусов, а баклажаны откиньте на дуршлаг. Разогрейте сковороду с растительным маслом. На сильном нагреве быстро обжарьте чеснок, добавьте лук и жарьте его до прозрачности. Добавьте морковь, обжарьте еще минуту и после этого добавьте сладкий и острый перец. Немного подсолите, если хотите, добавьте перец и потушите на небольшом нагреве 7-8 минут. Когда вода с баклажанов стекла, разложите их на противне. Если не умещаются все в один слой, сделайте 2 листа. Сверху смажьте растительным маслом и отправьте в духовку на 15 минут. Баклажаны должны стать мягкими и пластичными. Выберите удобную посуду и налейте на дно немного томатного соуса. Ложку овощей заверните в баклажан в виде рулета и положите его на томатный соус. Сделайте так первый слой и полейте сверху его маринадом. После этого сделайте все остальные рулеты, уложите их сверху вторым слоем и залейте оставшимся томатным соусом. Накройте посуду крышкой и отправьте в холодильник как минимум на сутки. Закуска может провести там и несколько дней. Вкус станет только более насыщенным. Получаются вот такие нарядные и очень вкусные маринованные баклажаны. Следующим предлагаю приготовить салат, который я назвала «Современная мимоза». Лук-порей разрежьте вдоль на 4 части и тонко поперек. Сложите его в дуршлаг и хорошо промойте холодной водой. Отварной картофель натрите на крупной терке. Добавьте к нему лук-порей, когда с него стекла вода. Сюда же выложите весь майонез. Немного подсолите, если нужно, добавьте черный перец и все перемешайте. Вареные яйца разделите на желтки и белки. Желтки измельчите и смешайте с тертым сыром. Теперь салат можно собирать, я буду делать это в кольце. Нижним слоем идет картофель с луком. Сверху натираю вареный белок. На белок выкладываю печень трески, которую предварительно хорошо измельчила вилкой. Масло от печени трески, если хотите, можете вылить сюда же. И верхним слоем идет желток с сыром. Украсьте салат свежей зеленью и снимите кольцо. Этот салат получается очень нежным, как на вид, так и на вкус. Ревнивица – один из моих любимых слоеных салатов. Грейпфрут освободите от внутренних пленок. Разберите руками или измельчите ножом. Небольшим кубиком нарежьте отварное мясо. И смешайте его с 2 ложками майонеза. Также кубиком сладкий перец, и китайскую капусту, только ее нежную часть. Немного китайской капусты отложите, а оставшуюся смешайте с майонезом. Измельчите свежую зелень и смешайте с отложенной капустой. Этот салат также очень красиво смотрится в кольце, хотя можно подавать его и порционно. Нижним слоем выкладываю отварное мясо, сверху распределяю грейпфрут,
и на него консервированную кукурузу. Затем слой сладкого перца и капусты с майонезом. А сверху оставшаяся капуста со свежей зеленью. Посмотрите, как ярко и празднично выглядит этот салат. А теперь приготовлю салат-закуску с красной рыбой. Эту закуску мы назвали Филиппины, потому что именно оттуда муж привез мне данный рецепт. Филе красной рыбы нарежьте кубиком со стороной 2 см. Посолите, поперчите. Добавьте немного лимонного сока и оливкового масла. Пусть рыба постоит, а в это время нужно крупно нарезать овощи. Репчатый лук, сладкий перец, кабачок, помидоры. Желательно, чтобы они были крепкими. Еще раз повторю, мельчить не надо. Все нарезается крупным кубиком. Запанирую кусочки рыбы. Я использую для этого сухари, но можно брать муку или любую другую панировку, которая нравится. Обжариваю рыбу на разогретой с маслом сковороде до готовности. Примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. После рыбы сковороду очищаю, очень сильно разогреваю и слегка смазываю маслом. Выкладываю сладкий перец и быстро на очень сильном огне его обжариваю, буквально пару минут. Выкладываю перец нижним слоем в салатницу и чуть подсаливаю. А на сковороде точно так же обжариваю кабачки. Нагрев не снижаю. Кладу их вторым слоем, также немного подсаливаю. После них обжариваю репчатый лук. Сковороду по необходимости немного смазываю маслом. Лук выкладываю на кабачки, чуть подсаливаю, а на сковороде на сильном нагреве обжариваю помидоры. Совсем недолго. Помидоры выкладываю на лук. Также подсаливаю, располагаю сверху кусочки рыбы. Посыпаю кунжутом и, если есть желание сделать салат более ярким, свежей измельченной зеленью. Этот салат-закуска очень вкусен как в теплом, так и в холодном виде. А теперь простой рецепт закусочных бутербродов с крабовой пастой. Складываю в одну миску сливочный сыр, крабовое мясо или палочки и отварную морковь. Все измельчаю до однородной пасты. Перекладываю ее в кондитерский мешок и пока убираю в холодильник. Разрезаю авокадо, удаляю косточку, извлекаю мякоть. Добавляю лимонный сок, соль, перец и вилкой измельчаю все в однородное пюре. Его я также перекладываю в мешок и убираю в холодильник. На сковороде или в тостере подсушиваю хлеб и с помощью формочки нарезаю его кружочками. На половину кружков выкладываю крабовую пасту и прикрываю другой половиной. А сверху все украшаю пюре из авокадо. Посмотрите, какие получаются чудесные нарядные закусочные бутерброды. А это селедка под шубой в немного необычном исполнении. Для нее я складываю в блендер вареную морковь, свеклу и сливочный сыр. Измельчаю все до состояния однородной пасты. Готовый овощной крем в кондитерском мешке я убираю в холодильник. Срезаю корочки с черного хлеба. Форму для кексов смазываю маслом и выкладываю в ячейки кусочки хлеба, вдавливая их внутрь. Поставлю форму в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут. Готовые основания пусть остывают в ячейках. Тонко нарежу красный лук и маленьким кубиком малосольное филе сельди. Можете добавить к нему ложку растительного масла. Достаю остывшие основания. Сверху укладываю нарезанную сельдь. На нее укладываю лук.
а сверху отсаживаю овощной мусс. Для яркости картинки корзинки можно украсить зеленым луком. И вот такая в итоге получается оригинальная закуска. Хочу предложить вам еще один вид закусочных бутербродов. Для них я подсушиваю хлеб в тостере или на сковороде. Складываю в блендер консервированную или отварную фасоль, консервы тунец в масле, зубчик чеснока. Если есть, можно добавить несколько каперсов и зелень петрушки. Все вместе измельчаю. Намазываю полученным паштетом бутерброды и сверху украшаю их четвертинками помидорок черри и свежей зеленью. Такие бутерброды готовятся очень просто, но получаются вкусными и нарядными. А теперь я приготовлю красивое и вкусное горячее блюдо куриный рулет в слоеном тесте. Измельчу половинку острого перца, чеснок и свежую зелень. Перемешаю измельченные пряности со сливочным маслом и сыром, хотя можно использовать и только масло. На сковороде обжарю грибы с луком, пока из них не выпарится вся жидкость. И после этого измельчу их в блендере. Куриное филе нарежу наискосок кусочками толщиной 1,5 см. Разложу их на доске и отобью до тонкого состояния. Так поступлю со всем куриным филе. На столе расстелю пищевую пленку и распределю на ней куриное филе в форме прямоугольника. Из части масла с пряностями сформирую колбаску и положу ее на мясо. Остальное масло распределю по оставшемуся куриному филе. С помощью пленки заверну все в рулет. А на пленке распределю измельченные грибы и закатаю в них куриный рулет. Уберу его на час в холодильник или на полчаса в морозильную камеру. На пергаменте раскатаю лист готового слоеного теста, чтобы на нем поместился рулет. Сверху выложу рулет. Раскатаю еще пласт теста, так, чтобы я могла им сверху прикрыть рулет. Смажу нижний пласт теста желтком. Сверху рулет укрою и скреплю края теста. После этого обрежу. Еще раз пройдусь по краю. Сделаю из остатков косичку и украшу рулет по бокам. Переложу рулет на противень, сверху смажу разболтанным яйцом, сделаю надрезы и поставлю в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаться он будет примерно 40 минут. Я достала рулет через 45 минут, когда температура внутри достигла 68 градусов. Этот рулет можно есть и в горячем, и в холодном виде. В горячем виде он похож на котлету по-киевски. При разрезании вы увидите, как из него вытекает сливочное масло. И в итоге получается вот такое замечательное горячее для праздничного стола. А теперь один из любимых тортов моего детства. И я предлагаю вам его обязательно попробовать. Муку смешиваю с пекарским порошком, солью и сахаром. Сюда же добавляю нарезанное кубиком чуть подмороженное сливочное масло и измельчаю все в крошку. Сюда же добавляю желтки, сметану, перемешиваю и жду, пока тесто начнет собираться в ком. Домешу его руками до однородного состояния, недолго. Вот такое нежное мягкое тесто получается в итоге. Делю его на две части, заворачиваю в пищевую пленку и убираю на час в холодильник. Это тесто вы также можете сделать накануне и оставить его в холодильнике до 2 суток. Взбейте белки, постепенно вводя сахар до хороших устойчивых пиков.
Добавьте в них половину чайной ложки ванили и измельченные грецкие орехи. На пергаменте, присыпанном мукой, раскатайте половину теста в прямоугольник или квадрат. Сверху равномерным слоем распределите начинку. Раскатайте вторую половину теста и аккуратно накройте начинку сверху. Края теста скрепите и подровняйте. Торт накалите вилкой, чтобы он не деформировался при выпечке, и поставьте в духовку, разогретую до 170 градусов, примерно на 20 минут. Готовому торту дайте остыть и в остывшем виде покройте его шоколадной глазурью. В принципе, это уже готовый торт, но я добавила к нему крем, заготовку для которого нужно сделать накануне. Доведите до кипения жирные сливки для взбивания и залейте ими белый шоколад. Сюда же добавьте 3 грамма предварительно замоченного желатина. Все перемешайте до однородности, накройте пленкой в контакт с поверхностью и уберите в холодильник как минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Хорошо охлажденный ганаш взбейте до красивого пышного состояния. Готовый крем переложите в кондитерский мешок. Обрежьте торт по периметру и разделите его на порционные пирожные. Их получается 20 штук. И теперь осталось с помощью любой насадки, которая вам нравится, нанести сверху крем. Можно оставить этот торт и в целом виде, сверху украсив кремом. Но мне кажется, что так удобнее. Такие пирожные очень выигрышно смотрятся, их уже не нужно разрезать и гораздо проще есть. Друзья, все рецепты представленных блюд, а также ссылки на отдельные ролики с их приготовлением смотрите в описании под видео. И там же я оставлю ссылку на плейлист «Рецепты для праздничного стола», где вы сможете найти любое другое блюдо на ваш вкус. Желаю вам приятного аппетита и вкусного праздника. До новых встреч!